Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Робин Гуд, принц воров 1991 года. Робин Гуд, принц of Thieves в приключенческом фильме о самом известном английском разбойнике. Бюджет фильма составил 48 миллионов долларов при кассовых сборах 390 миллионов долларов. И это самая коммерчески успешная экранизация Робин Гуда. Из самой первой театральной версии фильма «Робин Гуд. Принц воров» было вырезано множество интересных сцен, которые проливают свет на особенности судеб героев. Поэтому рекомендую смотреть расширенную версию «Принца воров» примерно 155 минут. Немногие вернулись из крестового похода. Робину из Локсли, Кевин Костнер, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман. Религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя страны единоверцев. Английский трон захвачен самозванцем. Только зеленый лес, только потерявшие все и готовые на все друзья, только вера в свою правоту помогут Робину выстоять в неравной борьбе, а его врагов заставят содрогаться от зловещего свиста летящих из ниоткуда метких стрел. Алан Рикман дважды отказался от роли ноттингемского шерифа, прежде чем ему сказали, что он получает карт-бланш на собственную интерпретацию персонажа. Но именно ему мы обязаны за такого многогранного злодея с потрясающим чувством юмора. Знаменитый кадр полета стрелы в «Робин Гуде. Принце воров» с Кевином Костнером снимался специальным оборудованием с частотой 300 кадров в секунду. В сцене купания Робин Гуда под водопадом снимался дублер Костнера. Вода была настолько холодной, что решили не рисковать здоровьем исполнителя главной роли. Everything I do it for you – песня Брайана Адамса из саундтрека к фильму «Робин Гуд. Принц воров». В мире было продано более 15 миллионов копий сингла, и он попал в список мировых бестселлеров всех времен. В интервью британскому телевидению Алан Рикман признался, что сломал с десяток мечей за время съемок сцены поединка с Кевином Костнером. «Спасатель» 2006 года The Guardian – драма режиссера Эндрю Дэвиса с Кевином Костнером и Эштоном Катчером в главных ролях. Фильм рассказывает о суровых буднях спасателей, специализирующихся на сложных операциях, проводимых во время штормов, ураганов. Они борются с водной стихией за жизни других людей и за свои собственные. Слоганом фильма «Спасатель» стала фраза «Жертвуй всем, когда нужно спасти людей». Фильм «Спасатель» удостоился награды HBO Film Awards в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, картина была выдвинута на 4 номинации различных кинопремий. Бен Рэндалл, Кевин Костнер, легендарный пловец-спасатель, когда-то в ужасной катастрофе потерял всю свою команду. Чтобы найти свое место в жизни и забыть о том страшном событии, он решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он сталкивается с молодым и талантливым пловцом с характером, Джейком Фишером, Эштон Катчер. В конце обучения они вдвоем отправятся к Аляске, в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. В другой версии финала «Спасатель» 2006 года, вышедшей на DVD, герой Кевина Костнера выживает. Джейк спасает его в тот момент, когда мужчина отцепляет трос и готов упасть. С помощью кабеля Рэндаллу и Джейку удается забраться в вертолет. Однако председатель Дисней Дик Кук настоял на той концовке, которая вошла в прокатную версию фильма «Спасатель». Для съемок сцен, которые проходили на Аляске, были закуплены 60 тысяч фунтов льда. В картине были задействованы материалы съемок реальных спасательных случаев, а многие из актеров второго плана, в том числе инструкторы, пилоты вертолетов, а также вспомогательный персонал, являются действующими работниками береговой охраны США. «Телохранитель» 1992 года, The Bodyguard. Криминальная мелодрама режиссера Мика Джексона с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Сюжет повествует о нелегкой работе профессионального телохранителя и об истории любви, возникшей между ним и его клиенткой. Криминальная мелодрама «Телохранитель», снятая за 25 миллионов долларов, собрала в мировом прокате 411 миллионов долларов. Такой успех помог «Телохранителю» стать второй самой кассовой картиной 1992 года. Фрэнк Фармер, Кевин Костнер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэрон, Уитни Хьюстон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел. Большую долю известности фильму «Телохранитель» принесло исполнение Уитни Хьюстон композиции «I Will Always Love You» и «I Have Notkin». Саундтрек «Телохранителю» вошел в список 50 самых продаваемых музыкальных альбомов 20 века. Всего же фильм пытались запустить в производство 67 раз, прежде чем его сняли под продюсированием Кевина Костнера.
На постере фильма «Телохранитель» Кевин Костнер держит на руках не Уитни Хьюстон, а ее дублершу, что на одном телешоу рассказал сам актер в 2019 году, спустя 27 лет с момента премьеры фильма. Снимок с дублершей получился самым удачным, а спрятанное лицо певицы добавляло ему драматизма, признался Кевин Костнер. В 1997 году Кевин Костнер задумался о создании сиквела «Телохранителя» и рассматривал на главную женскую роль принцессу Диану, которую даже успел позвать в проект незадолго до трагической автокатастрофы. «Водный мир» 1995 года «Waterworld» – постапокалиптический фантастический боевик режиссера Кевина Рейнольдса. Слоган фильма «За горизонтом лежит секрет нового начала». На момент выхода картины «Водный мир» стал самым дорогим фильмом в истории с бюджетом $175 миллионов. Есть немало фильмов, которые потерпели неудачу в год выхода, но со временем сумели завоевать сердца поклонников, как и «Водный мир» Кевина Костнера, со временем ставший классикой развлекательного кино. В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв практически всю землю водой. И хотя ходят легенды, что где-то остался кусочек пригодной для жизни суши, ее до сих пор никто не смог найти. На атолл приплывает моряк Кевин Костнер. Он хочет продать землю, добытую при нырянии, но его принимают за шпиона-курильщиков, самых опасных бандитов водного мира. При помощи девушки Хелен, Джин Триплхоун, и маленькой девочки Энолы, Тина Мажарина, ему удается избежать казни. Взамен Хелен просит отвезти их на сушу. В кинотеатральной версии у главного героя Кевина Костнера нет имени, на протяжении всего фильма его называют местоимениями. Позже девочка в плену бандитов говорит, у него нет имени, поэтому смерть его никогда не найдет. В режиссерской версии имя Одиссей главному герою дают в конце фильма. Кевин Костнер находился на съемочной площадке 157 дней, работая по 6 дней в неделю. Всего над фильмом работало 6 сценаристов, которые создали 36 вариантов сценария. И даже когда фильм запустили в производство, сюжет и диалоги продолжали меняться прямо во время съемок. Всего для картины художником Джоном Блумфилдом было создано около 2000 костюмов, в качестве материалов для которых использовалась отфактуренная рыбья кожа, лайкра, нейлон и неопрен, создававшие разом ощущение архаики и футуризма. Существует несколько версий фильма «Водный мир» 1995 года. Стандартная версия продолжительностью 133 минуты, режиссерская 176 минут и фанатская «Водный мир. Улисс» с хронометражом 177 минут. В фанатской версии присутствуют вырезанные сцены с насилием, которые удалили ради рейтинга PG-13. «Идеальный мир» 1993 года A Perfect World также известен как «Совершенный мир», криминальная драма режиссера Клинта Иствуда, помещенная в условия дорожного кино, в котором путь проделывают не только сами персонажи, а еще и их характеры. Действие фильма «Идеальный мир» 1993 года происходит в 1963 году в штате Техас, накануне последнего оказавшегося роковым визита Джона Кеннеди. Из тюрьмы сбегают двое преступников. Они прихватывают с собой в качестве заложника 8-летнего мальчишку Филиппа Перри, Ти Джей Лоутер, который вырос с матерью-сектанткой без отца. В погоню за преступниками отправляется местный шериф Ред Гарнет, Клинт Иствуд. По мере развития действия выясняется, что главный отрицательный герой Роберт Буч Хейнс, Кевин Костнер, не так уж и плох. А вот система наверняка подгнила. В самом названии фильма «Совершенный мир» заключена горькая ирония по этому поводу. Изначально на роль Бутча Хейнса, сыгранного Кевином Костнером, Клинт Иствуд хотел пригласить Денджела Вашингтона. Персонаж Кевина Костнера в «Идеальном мире» вызывает скорее жалость, ведь он романтик, ребенок, воспитанный без отца, так и не выросший, жаждущий справедливости вокруг, всю жизнь ищет свой совершенный мир. Он надеется найти его на Аляске, и Филипп, которому он испытывает то ли дружеские, то ли отцовские чувства, становится его счастливым билетом в эту землю обетованную, но так и не достигает ее. Фильм «Совершенный мир» 1993 года является произведением с большой буквы, и если вы не видели этой картины, то я вам очень рекомендую ознакомиться с ней, ведь она стоит потраченного на нее времени.